Помимо этого, вы можете найти здесь вот такое место, которое выбирали многие режиссеры для своих фильмов. За моей спиной находится знаменитое ущелье, по которому проходила Дайнерис с дартакийцами, когда они подходили к городу Ваэс-Дараки. Именно здесь снимался тот эпизод из знаменитого сериала «Игра престолов». Я знаю, что есть много фанатов среди вас, потому что я тоже обожаю этот сериал. Помимо этого, здесь снимали еще «Индиана Джонс» и его последний крестовый поход. Именно здесь проезжали эти танки, через которые он прыгал, и была здесь довольно-таки интересная сцена. Также здесь снимали фильм с Бэд Спенсером, что-то в переводе на русский «Два мошенника с Запада». А мы находимся на еще одной киноплощадке, которая расположилась в 15 километрах от города Альмерия. Именно здесь снимали известный фильм «За пригоршню долларов» с участием Клин Иствуда. Только представьте, что по этой земле ходили такие великие актеры, как Клин Иствуд. Все было построено специально для съемок этого фильма. Все осталось, как вы видите. И, кстати, сейчас же там идут съемки очередного фильма. Нам не разрешили пройти. Сказали, что в данный момент ведутся съемки, и попасть на территорию той киноплощадки мы не сможем. Ну, давайте посмотрим хотя бы то, что есть, куда мы смогли попасть. Это небольшая деревушка, где происходили события перестрелок, как раз разборки между двумя семьями. Если вы не помните фильм, посмотрите. Фильм 1965 года, довольно-таки старый, но он просто шикарный. И сейчас мы находимся на другой киноплощадке, где снимались такие известные фильмы и эпизоды, например, как эпизод из «Игры престолов». Далее здесь снимался фильм «Эксодо», «Пенни Дрифл» и какие-то фрагменты из Иерусалима, фильмы про Иисуса Христа, потому что, мне кажется, вот это все такое типичное, древнее, сделано все из глины, дерева, никаких гвоздей, никаких современных технологий. И такое ощущение, что где-то ты находишься где-то далеко-далеко в пустыне. Посмотрите, какие здесь интересные улицы, какие декорации. Специально привезли, положили для того, чтобы быть декорацией. Итальянский режиссер Серджио Леоне любил это место под названием Кабо-де-Гата. Кабо-де-Гата – это большой природный парк. Мы находимся в самом его центре, в деревне Альбарикоке, где снималась последняя финальная дуэль в трилогии этого режиссера, в долларовой трилогии под названием «Хороший, плохой, злой», с участием Клин Иствуда. Именно на этом месте происходили съемки последней дуэли. И в 10 минутах от деревни Альбарикоке, где снимали последнюю сцену «Смерть имеет свою сцену», находится еще одна сценическая площадка, которая имеет большую историю. Это Кортихе де Фрайли. Мы находимся в церкви, где снималось более 16 моментов в 16 фильмах. Итак, я вам расскажу немного об истории этой церкви. Кортихе де Фрайли было основано в XVIII веке, построено для доминиканских монахов, и где они просуществовали до середины XIX века. Далее, также эту местность называли Кортихе де Орнио, то есть Орно это в переводе обозначает печь для изготовления хлеба, потому что здесь находилась большая печь, где выпекался хлеб.
Далее, в 1838 году, конечно, земли были отобраны в церкви и отданы в частную собственность, к сожалению. В 1928 году здесь произошло громкое убийство, которое вдохновило писателя Фредерико Гарсиа Лорка на написание такой новеллы под названием «Кровавая свадьба». Ну и, конечно же, начиная с 60-х годов здесь начали снимать фильмы, такие как «Плохой, хороший, злой», и «Я и революция», либо «Смерть имеет свою цену», «Серебряный трон» и многие другие фильмы. Я посчитала, около 16 фильмов было снято частично именно в этой церкви, что является интересным моментом. Поэтому, когда вы будете в этих землях, в районе Кабо-де-Гата, не забудьте посетить эту церковь, потому что она достойна вашего внимания. И еще несколько километров, буквально пешочком здесь у нас 4 километра, на машине 35. Выбирать вам, можно пройтись пешеходным маршрутом, и вы попадете на знаменитый пляж Мансуль, где снимался Индиана Джонс и последний крестовый поход. Именно здесь происходила сцена, где Индиана Джонс укрывался со своим отцом от вражеских самолетов, которые их преследовал. И с помощью зонтика отец Индиана Джонса спас их от смерти. Что же сделал он? Здесь была стая чаек, и с помощью зонтика напугал стаю чаек, чайки взлетели, самолеты врезались в чаек, чайки врезались в самолете, и в итоге они потерпели крушение, и Индиана Джонс со своим папой продолжили свои приключения. Классно, классно. Позади меня мы видим известные дюны окаменевшие, которые удивительным образом сохранились и сохраняются на протяжении многих веков, и меняют свой образ и за счет воды, ветров и, в общем, стихий. И хочу сказать, что Кабо-де-Гата знаменит своими черными пляжами, потому что здесь большое количество вулканов, и это по большей части вулканический песок. Мы сегодня проснулись в удивительном месте. Я считаю, что его можно сделать финальной точкой нашего маршрута по фильмам и вестернам по юго-востоку побережья Испании. Мы проснулись на пляже Мертвецов. Звучит загадочно, таинственно. И я хочу немножко рассказать про этот пляж. Почему же это пляж Мертвецов? Помимо того, что это самый красивый пляж у нас на побережье, самый известный нудистский пляж на побережье, который спрятан среди холмов и гор, имеет свою историю. Раньше, когда затапливались, тонули корабли, проходившие мимо, тела мертвых моряков, пиратов, торговцев выносило на этот пляж. Поэтому его и прозвали пляжем мертвецов. Конечно же, в наше время здесь мертвецов не увидеть. Здесь можно увидеть шикарную прозрачную воду, чистейший пляж, к которому нужно еще добраться. Спуск у нас будет занимать минут 10, а по расстоянию где-то примерно километр. Здесь вы найдете шикарный мирадор, с которого открывается вид на побережье Кабо-де-Гата и Карь. Далее мы видим город Карбонера, угольный город, корабли, порт. И в ту сторону мы видим горный город. И где-то за этими горами у нас находится пляж Мансуль. И я предлагаю вам спуститься на этот пляж и посмотреть его поближе. Шикарный пляж. Вместо песка здесь у нас мелкая галька, кристальная чистая вода. Это бухта, которая защищена от ветров. Здесь тепло. Вот мы находимся в середине декабря, и люди до сих пор еще плавают, купаются, наслаждаются водой. Вода довольно-таки теплая. И на этой ноте я хочу закончить, попросить вас подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, поставить лайк, написать ваши комментарии, ответы на наши вопросы.
В принципе, и спасибо, что вы с нами. Так, ребят, подождите. Возможно, этот святой Грааль искал Индиана Джонс в своем последнем фильме. А может быть и нет. Оставим его здесь.